Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 200 интересных фактов, которые оказались правдой. Из этого видео вы узнаете следующее. Что нашли землекопы в процессе работ, когда копали новую ветку метро в Риме? Какой биологический вид непреднамеренно уничтожили сами же защитники природы? Почему индонезийский флаг выглядит почти так же, как нидерландский? Какое тайное соглашение имели Google, Apple, Adobe, Intel и еще несколько мегакорпораций на протяжении 2000-х годов? Какую способность людей Чарльз Дарвин назвал самой человечной из всех эмоций? Зачем японские грибные фермеры имитируют вспышки молний на своих участках? Кто единственный на планете известный нам вид животных, производящий кислород, как растения? Какое продолжение имеет знаменитый афоризм «Как только закрывается одна дверь, другая открывается»? Как Генри Форд в 1914 году, удвоив зарплаты своим рабочим, увеличил свои собственные доходы? Почему в фильме «Крестный отец» отсутствуют слова «мафия» и «Коза Ностра»? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. 1. Римское метро очень сложно расширить, несмотря на назревшую необходимость этого, из-за того, что землекопы в процессе работ постоянно находят археологические ценности. Пока пытались построить новую ветку, проходящую через центр города, нашли Атеней, так назывались вузы в Древнем Риме и Византии, построенный в 135 году до нашей эры военный комплекс и амфитеатр. 2. Если вы хмурый, жесткий, неулыбчивый человек или вам просто грустно, держитесь подальше от очаровательного и солнечного итальянского городка. В Милане действует закон, согласно которому все, вообще все, обязаны улыбаться в общественных местах. Исключение составляет процедура похорон и посещения больницы, в такие моменты вы можете не улыбаться. Но во всех остальных случаях уж будьте любезны поместить на лицо жизнеутверждающую улыбку. По всей видимости, закон этот появился в XIX веке, когда городом управляли австрийцы, и с тех пор его так и не отменили. Видимо, не нашлось желающих бороться с таким милым правилом. К счастью, если вы все-таки предпочитаете ходить с недовольным лицом, на вас не наложат штраф. Но все-таки лучше соблюдать законы. 3. Корейская морковь не совсем корейская. Такое блюдо в Корее не готовят и не едят. Корейская морковь и другие подобные салаты, соленья и закуски пришли к нам из кухни советских корейцев, переселенных преимущественно в Казахстан и Узбекистан в результате депортации 1937 года. Эти корейцы, оказавшись на незнакомых землях, пытались готовить и питаться так, как привыкли, мастеря национальные блюда из имеющихся под рукой продуктов и специй. С оригинальной корейской кухней эти блюда роднит только способ приготовления, все квашеное, соленое и острое. 4. Саннакчи – это корейское блюдо из, так сказать, живого осьминога, нарезанного перед подачей и сбрызнутого кунжутным маслом. Поскольку нервная деятельность в теле осьминога некоторое время еще сохраняется, части щупалец двигаются по тарелке. Присоски на них все еще активны и могут прилипать к рту и горлу. Так же, как и нарезка из рыбы фугу, саннакчи считается потенциально опасным для употребления. 5. Когда Чон Джонгук, певец из южнокорейского бойс-бенда BTS, упомянул, что пользуется кондиционером для белья фирмы Данни, весь доступный на рынке Южной Кореи кондиционер Данни раскупили всего за 2 месяца, а акции компании взлетели на 11%. 6.
В Южной Корее существует профессия ныряльщицы – хэньо. Работа хэньо заключается в добыче съедобных позвоночных и водорослей с дна моря. Корейские женщины занимаются подводной ловлей с XVI века, и на их улов до сих пор держится спрос. 7. Единственный город Северной Кореи, который видно с территории Южной Кореи – Киджандон. Это бутафорский город, построенный в целях пропаганды, демонстрирующий якобы высокий уровень жизни в КНДР. Свет в окнах загорается в одних и тех же частях зданий и в одно и то же время, а людей на улицах города никогда не видно. С помощью оптической техники южнокорейцы выяснили, что здания представляют собой просто бетонные коробки без внутренних помещений. 8. Жители Южной Кореи верят в то, что сон в комнате с закрытыми дверями и окнами и включенным электрическим вентилятором может привести к смерти из-за недостатка кислорода. Вентиляторная смерть – иррациональный миф, не имеющий под собой никакого научного основания. Но тем не менее он сохраняет силу вот уже более 100 лет. Происхождение его неизвестно. 9. Корейский правитель Сэджон, желая облегчить жизнь простым людям, с большим трудом изучавшим китайские иероглифы, разработал корейский алфавит Хангыль в 1443-1446 годах. Хотя ранее считалось, что Сэджон поручил это задание ученым, современные исследования доказывают, что царь работал над алфавитом самостоятельно и в одиночку. Дата публикации Хангыля в наше время является национальным праздником в обеих Кореях. 10. Кошки, как и многие другие млекопитающие животные, переносят своих детенышей в пасти, крепко взяв их зубами за холку. Интересно, что в этой позиции котенок всегда ведет себя очень смирно, и объяснение этому – специальный физиологический механизм, появившийся в ходе эволюции. Смысл этого механизма в том, чтобы детеныши не мешали маме быстро переместить их в случае возникновения какой-либо опасности. Если взять взрослого кота, собрать ему кожу на шее и закрепить канцелярским зажимом, можно добиться того же эффекта. Животное присмиреет и погрузится в умиротворение. 11. Синий кит, самое большое животное на Земле, происходит от пакицетов, ныне вымерших хищных млекопитающих, обитавших примерно 50 миллионов лет назад. Это было четвероногое земноводное животное с крохотными копытцами на ногах. Его лодыжечные кости напоминали свиные и овечьи, а череп выглядел примерно так же, как у китообразных. Уши и зубы пакицетов тоже похожи на аналогичные органы у ископаемых китов. 12. Хищники намного старше травоядных. Современной наукой считается, что хищничество возникло примерно во время Кембрийского взрыва около 540 миллионов лет назад, тогда как виды животных, питающихся только растениями, развились всего 300 миллионов лет назад в каменноугольный период. 13. Защитники природы поймали всех оставшихся калифорнийских кондоров, находившихся под угрозой вымирания. Теперь они содержатся в неволе, чтобы обеспечить выживание вида. Однако всех птиц обработали средством от блох и непреднамеренно уничтожили вид Колпоусефилем калифорнизи, живший только на калифорнийских кондорах. 14. Посиделки в баре с коллегами и начальником – популярная японская традиция, которая касается только мужчин. Причем инициатива такого сборища исходит от начальника и оплачивает счет именно он. Считается, что такие посиделки полезны для укрепления рабочих связей. 15. В США есть организация под названием «Клуб прокрастинаторов Америки». Она описывает свою цель как продвижение философии расслабления посредством откладывания на потом тех вещей, которые не обязательно делать сегодня. 16. Людям свойственна привычка быстро привыкать к позитивным изменениям в жизни. Когда уровень жизни поднимается, человек перестает замечать этот факт и воспринимает происходящее как норму.
Более того, он продолжает желать большего. Это явление называется гедонистическая адаптация. 17. Существует такое понятие, как враждебная архитектура. Это стратегия городского дизайна по использованию элементов городских строений с целью управления поведением жителей и ограничения правонарушений, например, болты или шипы, встроенные в ступени зданий, бортики и прочие горизонтальные поверхности, не дают бездомным людям сидеть или лежать на них, или наклонные подоконники, на которые невозможно облокотиться, или разбрызгиватели воды, которые на самом деле не поливают газон, а предотвращают его вытаптывание, и так далее. 18. В 2016 году японская компания-производитель мороженого Экэджи Нугуё выпустила рекламный ролик, в котором ее президент и другие сотрудники просят прощения за то, что цену батончика мороженого пришлось повысить с 60 до 70 йен впервые за 25 лет. 19. В 1901 году Законодательное собрание Калифорнии запретило домашние задания для учащихся возрастом младше 15 лет. Врачи и родители полагали, что домашняя работа опасна для здоровья ребенка. Этот закон был отменен только в 1917 году. 20. Клиент – человек из среды плебеев, который для того, чтобы получить землю или возможность заниматься ремеслом, вынужден был искать себе патрона. Да-да, именно такое значение имело слово «клиент» изначально, во времена Древнего Рима, откуда оно и произошло. Клиенты не были рабами, но и свободными людьми считаться не могли, так как были зависимы от своих патронов. Такая зависимость называлась клиентела. Патроны из среды патрициев, древнеримской аристократии, покровительствовали своим клиентам в обмен на различные услуги. Сопровождение на войне, поддержка на выборах и тому подобное. Клиенты получали за это некоторую денежную сумму, а также родовое имя своего патриция. Впрочем, если патрон испытывал денежные проблемы, клиент обязан был помочь ему деньгами из собственного кармана. 21. Одна из самых странных праздничных традиций существует в Исландии. В день кремовой булочки Болудагур дети украшают палки цветной бумагой и хлопают ими по своим родителям, требуя булочек «бола, бола, бола». За это родители дарят им булочки с кремом и джемом, покрытые шоколадом. Предполагается, что традиция восходит к элементу католической службы, когда священник в начале Великого Поста окроплял прихожан святой водой при помощи жезла. 22. Археологи находят очень мало костей на месте битвы при Ватерлоо, хотя известно о тысячах солдат и лошадей, похороненных в братских могилах. Дело в том, что большую часть костей собрали в XIX веке бельгийские работники по производству сахара. Костная мука применялась для отбеливания коричневого сахара из свеклы. Другие останки использовали как удобрение. 23. Учили очень длинное побережье, отчасти потому, что в конце XIX века, во время Второй Тихоокеанской войны, они завоевали все побережье Боливии и часть побережья Перу. Принадлежность побережья Боливии – один из старейших территориальных споров в Латинской Америке, продолжающийся до сих пор. 24. Антуан Лавуазье, французский ученый XVIII века, которого называют отцом современной химии, был обвинен в мошенничестве и заговоре против французского народа и приговорен к казни на гильотине. На призыв общества сохранить ему жизнь судья ответил: «Республика не нуждается в ученых». 25. Индонезийский флаг выглядит почти так же, как нидерландский, но на нем отсутствует голубая полоса в нижней трети. После 138 лет жизни под голландским правлением индонезийцы сорвали флаг ненавистных колонизаторов, отрезали от него кусок с голубой полосой и подняли как собственный флаг в 1945 году. Это было началом войны за независимость Индонезии, завершившейся в 1949 году.
26. Брат Иисуса Христа, так называл себя мужчина по имени Хун Сютюань, живший в Китае в XIX веке. Он планировал создать собственное христианское королевство, небесное государство великого благоденствия, свергнув правившую на тот момент в Китае династию Цин. Организованное Сютюанем восстание тайпинов фактически поставило действующее правительство на грань уничтожения. Однако в конфликт вмешалась Великобритания, экономика которой значительно зависела от Китая и помогла императору удержать власть. 27. Партия против PowerPoint – швейцарская политическая партия, стремящаяся сократить использование программы для создания презентаций PowerPoint в профессиональной среде, поскольку это наносит национально-экономический ущерб в размере 2,1 миллиарда. Вместо PowerPoint партия предлагает использовать флипчарты, на которых сотрудники могут рисовать и писать в процессе презентации, что на 95% эффективнее, по заверению представителей партии. 28. Солнцезащитные очки – модный аксессуар, защищающий глаза от яркого света и предотвращающий появление морщин от прищуривания. Но так было не всегда. Темные очки имеют довольно любопытную историю появления на свет. Солнцезащитные очки, сделанные из дымчатого кварца, были профессиональным аксессуаром судей в Китае XII века. Их назначением было скрывать выражение лица при допросе свидетелей. Для поддержания авторитета судья должен был сохранять совершенно беспристрастное, нейтральное выражение лица, чтобы он не услышал, иначе его могли обвинить в предвзятости и субъективизме. Темные очки, скрывающие эмоции в глазах, идеально подходили для этой цели. 29. Пираньи редко нападают на людей и вовсе не безумно агрессивны. Эти рыбки нападают на существ крупнее себя только в том случае, если опасаются за свою икру и пытаются защитить потомство. Кроме того, укус пираньи не смертелен. 30. Пассажи как новый тип архитектуры появились в Европе в первой половине XIX века. Они представляли собой узкие улочки, покрытые стеклянной крышей. Оборудованная таким образом, улица превращалась в галерею, по обеим сторонам которой располагались кафе, рестораны и магазинчики. В 1820-30-х годах в Париже в пассаже превратилось 140 улочек. Фактически полгорода можно было обойти, не выходя на улицу. Внутри пассажей было тепло и светло, они защищали от непогоды и предлагали множество развлечений и бытовых услуг. Здесь были парикмахерские, оперные залы, книжные магазины, выставочные павильоны, магазины гравюр и стампов и тому подобное. 31. Хотя это может показаться очевидным, мало кто по-настоящему задумывался об этом. Почему в странах Северной Европы крыши на домах имеют остроконечную форму, а чем южнее, тем они становятся площе? Почему в Греции у домов плоские крыши, а кое-где они и вовсе отсутствуют? Есть куда более вразумительная причина, чем просто традиция. Это осадки. Остроконечные и покатые крыши характерны для тех регионов, где идет снег. Так как снег имеет свойство скапливаться на крыше, плоские крыши сделали бы из домов сугробы. Соответственно, в местах с теплым и сухим климатом строят дома с плоскими крышами. 32. В 1941 году американский авианосец шел на юг по открытому морю, когда в небе был замечен, предположительно, японский самолет. Команда корабля открыла огонь и успела выпустить 300 снарядов до того, как штурман, на основе показаний приборов, выяснил, что они стреляют по Венере. Вспоминая этот случай, штурман Лэнсон Дитта шутил: «Недавно я видел спутниковые снимки Венеры и заметил на ней несколько вмятин, так что, возможно, мы попали в цель». 33. Итальянский банкир Джильберто Баскиера считается современным Робином Гудом. Он тайно переводил деньги со счетов богатых клиентов на счета малоимущих.
Когда его поймали в 2018 году, он во всем признался суду и избежал наказания, поскольку не присвоил себе ни копейки. 34. В Японии принято усыновлять мужчин, этот обычай называется мукайоси. Во главе японской семьи или бизнеса должны стоять взрослые сыновья, поэтому если в семье рождаются одни девочки, родители могут привлечь мужчин со стороны. Например, бывший глава компании Сузуки Осаму Судзуки, четвертый усыновленный наследник этой корпорации. 35. Американским рабам, привезенным из Африки, хозяева выдавали отредактированные Библии, в которых были удалены те главы, что могли способствовать поднятию восстания. В рабских Библиях отсутствовала половина Нового Завета и большая часть Ветхого. 36. В королевских домах Испании и Португалии наследников королевского престола называли принцами и принцессами, а тех детей королевской четы, которые не могли претендовать на престол, инфантами. Слово «инфант» – «младенец» происходит от латинского «infans» и означает «безмолвный», неспособный говорить. 37. Средство управления перископом в подводных лодках США обходилось ВМС США в $38 тысяч за штуку, пока в 2017 году военные не поняли, что контроллеры от приставки Xbox легко справляются с этой задачей, гораздо проще в управлении и примерно в 1000 раз дешевле. 38. В 1587 году во Франции судили жуков-долгоносиков, уничтожавших виноградники вокруг Сен-Жульена. Адвокат утверждал, что раз Бог создал этих тварей, они имеют право добывать себе пропитание. Обвинитель возражал, что долгоносики, как и все прочие живые существа, должны подчиняться людям и служить им на пользу, поскольку для этого Бог их и сотворил. Чем закончился процесс, неизвестно. Последняя страница судебного протокола отсутствует, возможно, уничтожена мстительными долгоносиками. 39. В 1140 году немецкий король Конрад III во время осады крепости под Вайнсбергом пообещал сохранить жизнь всем женщинам, которые покинут крепость, и разрешил им взять с собой все, что они смогут унести на своих плечах. Когда женщины вышли, король, к своему удивлению, увидел, что на плечах они несут своих мужей. Конрад сдержал слово. 40. 70% австралийцев утверждают, что избегают глажки, а 40% признаются, что никогда в жизни не пользовались утюгом. Нередко одежду вешают на плечики в ванной, чтобы пар смягчил и разгладил ткань, пока кто-то из членов семьи принимает душ. 41. Если вы не прогуливали географию в школе, то, возможно, помните, что Данию и Швецию разделяет узенькая полоска воды, пролив Ирисун. Но это на карте она узкая, а в действительности ее ширина около 16 километров. Раньше шведы и датчане преодолевали это расстояние на паромах, но дорога отнимала много времени. И было решено построить мост, и не простой, а единственный в своем роде. Мост представляет собой гигантское сооружение, на котором в 2 уровня расположились 4-полосная автомагистраль и железная дорога. Он заканчивается на искусственном острове и плавно уходит под землю в тоннель. Такая необычная конструкция была выбрана для того, чтобы не создавать препятствий для самолетов, идущих на посадку в расположенный недалеко аэропорт Копенгагена, и обеспечить свободный проход для судов. Особенно впечатляюще выглядит этот мост с высоты. 42. На протяжении 2000-х годов Google, Apple, Adobe, Intel и еще несколько мегакорпораций имели тайное соглашение не нанимать сотрудников друг друга, чтобы поддерживать низкий уровень зарплат. Это обернулось для компаний коллективным иском на $325 миллионов, возбужденным 64 тысячами их бывших сотрудников. Во время досудебного разбирательства по этому делу всплыли электронные письма корпоративных боссов, включая покойного Стива Джобса,
Основателя и гендиректора Apple, соучредителя Google Сергея Брина и тогдашнего генерального директора Google Эрика Шмидта, в которых обсуждались планы найма сотрудников, в том числе через посредников. В одном из таких писем Шмидт сообщает Стиву Джобсу, что один из рекрутеров, нарушивший соглашение и нанявший бывшего работника Apple, будет уволен в течение часа, на что Джобс ответил смайликом. 43. Грибной менеджмент – это способ управления сотрудниками путем назначения им конкретных задач, не объясняя, зачем нужно их выполнять. Название дано по аналогии с упрощенным представлением о выращивании грибов. Их держат в темноте и кормят всякой ерундой. 44. В США есть понятие «секретари-миллионеры». Это секретари, офис-менеджеры, личные помощники, уборщицы и тому подобное, работавшие в первых интернет-компаниях, которым владельцы стартапов, чтобы сэкономить средства, платили акциями. Когда случился бум, и эти IT-компании стали стоить миллиарды долларов, секретари-миллионеры получили баснословный доход со своих акций. В конце 1990-х годов десятки компаний имели таких секретарей. 45. В любом деле важна мотивация, но ее избыток вреден. Согласно закону Йеркса-Дотсона, слишком много мотивации вредит делу, так как создает ненужный стресс и подстегивает страх неудачи. Для сложных задач оптимальной считается мотивация на 3 балла по 10-бальной шкале, для средних – примерно 5, для простых – до 8 баллов. 46. В июле наступает так называемый отпуск для всех, до 90% жителей Норвегии уходят в отпуск. Улицы городов пустеют, детские сады и другие учреждения закрываются. Офисы также закрыты, и получить какую-то услугу в этот период невозможно. 47. Чем ниже статус работника в компании, тем больше профессионального сленга встречается в его речи, выяснило исследование, проведенное на выпускниках MBA. Объясняется это тем, что работники с низким статусом стремятся к повышению и потому стараются вызвать симпатию у начальства, используя сленг как свидетельство своей компетенции. 48. Нонконформисты в профессиональной среде, например, люди, которые носят яркие носки, работая в офисе серьезной компании, воспринимаются как более успешные и компетентные сотрудники и, как правило, таковыми и являются. Напротив, люди с низким профессиональным статусом с большей вероятностью будут придерживаться строгого дресс-кода. 49. Иногда забастовка может погубить всю профессию, так случилось с нью-йоркскими операторами лифтов. Они управляли лифтами при помощи кнопок, потому что пассажиры боялись самостоятельно делать это. В 1945 году операторы лифтов устроили забастовку, пытаясь добиться лучших условий. В ответ на это владельцы зданий стали массово заменять старые лифты на новые, работавшие автоматически. В результате люди привыкли к ним, а профессия оператора лифтов стала исчезать. И к 1950 годам спрос на подобные услуги пропал полностью. 50. Железнодорожный сигнальщик Джеймс Уайт, потерявший в несчастном случае на службе обе ноги и вынужденный пользоваться неудобными протезами, приобрел бабуина по имени Джек в 1881 году и обучил его толкать инвалидную коляску и управлять сигналами железной дороги под собственным наблюдением. Джек отлично справлялся со своими обязанностями, однако обеспокоенный представитель общественности сообщил руководству сигнальщика о том, что он поручает столь ответственное дело бабуину. Руководство железной дороги провело расследование и пришло к выводу, что Джек профессионально компетентен, после чего официально наняло его на работу. Обезьяне платили 20 центов в день и полбутылки горячительного напитка в неделю. Джек проработал 9 лет и за это время не допустил ни единой ошибки. В 1890 году бабуин умер от туберкулеза, а его череп до сих пор хранится в музее в Олбани, ЮАР.
51. Люди с синдромом Клейна-Левина проводят большую часть суток во сне и просыпаются только для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Если не давать им спать, они становятся агрессивными, а разбудить их крайне сложно. 52. Когда наши глаза двигаются, наш мозг намеренно блокирует зрение. Именно поэтому мы не видим движения своих глаз в отражении зеркала. Этот эффект называется саккадическим подавлением, и без него наша жизнь была бы похожа на кино, снятое вечно дрожащей камерой. 53. Из всех видов, существующих на Земле, только люди способны краснеть. Более того, только люди могут испытывать смущение, так как эта эмоция порождается совокупностью большого числа факторов социального взаимодействия. Чарльз Дарвин назвал способность смущаться самой человечной из всех эмоций. 54. Текстроверт – неологизм, означающий человека, которому проще выражать свои чувства и мысли в виде текста. Как правило, при переписке в мессенджере или чате текстроверт очень общителен, открыт и весел, но при личной встрече застенчив и молчалив. 55. Синдром невозвратных затрат – психологический феномен, когда люди ведут себя нерационально в настоящем, поскольку заплатили за что-то в прошлом. Например, некто купил билет в кино, но не на тот фильм, что хотел. Вернуть билет нельзя, и человек решает все равно посмотреть фильм, чтобы деньги зря не пропали. Синдром невозвратных затрат не дает ему увидеть, что с рациональной точки зрения просто смириться с потерей денег за билет было бы выгоднее, поскольку в итоге он зря потратил не только деньги, но и время, которое мог бы провести куда приятнее, чем смотреть неинтересное кино. 56. Чем калорийнее рацион питания, тем больше метаболическая нагрузка на организм и тем быстрее накапливаются поврежденные клетки. В ходе эксперимента над мышами уменьшение калорийности диеты на 55–65% увеличило среднюю и максимальную продолжительность жизни подопытных на 30–50%. 57. Если человек уделяет много времени какой-то деятельности, эта деятельность начинает формировать его мысли, ментальные образы и сны. Этот эффект получил название в честь игры «Тетрис» – эффект Тетриса. Люди, на протяжении долгого времени играющие в «Тетрис», видят падающие блоки во сне или непроизвольно задумываются о совмещении различных форм из реального мира, а также обращают внимание на пустые места, например, на полках в магазине. Те, кто увлечен сборкой кубика Рубика, визуализируют в голове алгоритмы сборки. Человек, долго плывший на корабле, ощущает иллюзию качки на суше. Программисты видят во сне элементы кода, а математики – числа и формулы. 58. Человек бегает на длинные дистанции лучше всех на планете. Не существует животного, способного бежать дольше человека, особенно тренированного спортсмена. При этом мускульная сила людей гораздо ниже, чем у их ближайших родственников – горилл и шимпанзе. Все дело в особом устройстве нашего опорно-двигательного аппарата. 59. Вы часто забываете имя человека, с которым только что познакомились. Этот феномен называется «следующий в очереди». Так происходит потому, что люди слишком беспокоятся о себе и о том, что они скажут дальше, и не в состоянии сосредоточиться на имени человека, с которым их знакомят. 60. Кости содержат фосфор и кальций и являются донорами этих веществ для всего организма. Кальций очень важен для работы мышц и нервной системы, поэтому при его нехватке определенные гормоны запускают разрушение костной ткани, чтобы восполнить дефицит. 61. Слово, означающее «яблоко», является одним из самых древних названий плодов во многих языках. Его часто использовали, чтобы давать названия другим плодам. Например, апельсин на нидерландском языке appelsien – китайское яблоко. Картофель на французском pomme de terre – земляное яблоко.
Ананас на английском pineapple, еловое яблоко, помидор на итальянском помодьора, золотое яблоко. 62. Когда вам кажется, что ваш питомец все понимает, только разговаривать не умеет, возможно, вам не кажется. Собаки запоминают слова, именно слова, а не просто интонации и ситуации, и могут выучить до 165 слов. Обычно они проще усваивают и быстрее распознают короткие слова с твердыми гласными, такие, например, как обед. Так что, если хотите обучить своего любимца русскому языку, это будет проще сделать. Если вы всегда будете пользоваться одними и теми же словами, например, дневную кормежку называть только обедом, без вариаций и синонимов. Кстати, взрослые псы запоминают слова так же хорошо, как и молодые. 63. Поскольку Международная космическая станция разрабатывалась совместно русскими и американскими инженерами, в ней есть модули и операции на русском языке. Поэтому все астронавты, планирующие работать на МКС, обязаны знать его. Многие рассказывали, что изучение русского было самой трудной вещью в их подготовке. Например, американцам требуется не менее 1100 часов, чтобы овладеть нашим языком на относительно приемлемом уровне. Это примерно вдвое больше, чем уходит на изучение французского, испанского или нидерландского. 64. Когда то, что вы видите на экране, пишет кто-нибудь, и вам сразу понятно, что человек чем-то недоволен. Что ж, у всего на свете должно быть название, и этот бессмысленный набор символов называется гравлексом. При написании гравлекса используются вышеприведенные символы в любой последовательности. Гравлекс применяется в качестве цензурного бипа, как на телевидении, только в интернете. Термин был придуман покойным мультипликатором Мортом Уокером, но сам гравлекс и до этого момента нередко встречался в комиксах. 65. Очень хитрые дикие кошки были замечены на острове Гуадалупе. Они придумали способ кормиться, отбирая у морских слонов их молоко. Когда детеныш кормится, кошки подкрадываются к нему и начинают бить, пока тот не бросит кормление, после чего кошка занимает его место и слизывает молоко. Иногда морские слоны прогоняют этих нахальных воровок. 66. Чистая вода имеет светло-голубой цвет, который становится более насыщенным и зеленоватым по мере увеличения толщины наблюдаемого образца. Голубой цвет воды объясняется ее внутренними свойствами, а именно избирательным поглощением и рассеиванием света. 67. Между Турцией и Грецией существуют особые отношения, названные дипломатией землетрясений. Понятие возникло после серии последовательных землетрясений в обеих странах летом 1999 года. До этого момента отношения между странами были довольно напряженными вследствие Стамбульского погрома, серии нападений турецкой мафии на греческое этническое меньшинство в Стамбуле. Однако общая трагедия объединила простых граждан обеих стран, которые сочувствовали и помогали друг другу, и значительно улучшила дипломатические отношения. С тех пор между Грецией и Турцией действует соглашение об обязательной взаимопомощи в случае землетрясений, независимо от того, каковы отношения стран на момент катастрофы. 68. Пальмовые воры – это вид раков, обитающих на островах Индийского и Тихого океанов. Основу их рациона составляют фрукты и кокосы, которые раки находят под деревьями. Если пальмовому вору попадается нерасколотый кокос, с которым он не может справиться клешнями, то он забирается с этим кокосом на дерево и сбрасывает его вниз, чтобы расколоть. 69. С точки зрения науки, два человека не могут видеть одну и ту же радугу, поскольку возникновение этого оптического эффекта зависит от угла зрения наблюдателя. Когда два человека, стоя рядом, видят радугу, каждый видит свою. 70. Водопад Анхель – самый высокий водопад в мире. Общая высота 979 метров.
Настолько высок, что вода в нем, падая, фактически не достигает Земли. Она распыляется на мельчайшие частицы и превращается в туман, который может расползаться на несколько километров. 71. Цифровое накопление – термин, появившийся в 2015 году, означает беспорядок в хранимом пользователем контенте, электронных письмах, фотографиях и видеороликах, документах и файлах и тому подобное. Исследователи утверждают, что цифровое накопление тысяч файлов, так же как захламление дома ненужными, но хранимыми много лет вещами, негативно действует на психику, вызывая чувство тревоги и подавленности. 72. Количество солнечной энергии, падающей на Землю за час, больше, чем вся энергия, которую человечество использует за год. В цифрах это 430 квинтиллионов джоулей против 410. Поэтому солнечные батареи не только самый экологичный, но и самый перспективный способ получения энергии. Хотя существующие разработки пока не позволяют использовать солнечный свет с достаточной эффективностью, инженеры утверждают, что появление высокоэффективных солнечных батарей – вопрос времени. 73. Чувство дискомфорта, тревоги и неосознанного страха остаться без связи, когда садится батарейка или сотовая сеть недоступна, все чаще проявляется в виде настоящей фобии, получившей название номофобия. Хотя самому понятию уже довольно много лет, патологический страх, который оно описывает, получил особенно широкое распространение в последние годы. Например, британское исследование 2019 года выявило наличие той или иной степени номофобии у 34% мужчин и аж целых 52% женщин. Эти бедняги, оставшись без связи или любимого смартфона, испытывают целую гамму различных неприятных чувств, вплоть до навязчивых мыслей. 74. Попавшая в Землю молния способствует росту грибов. Электрический разряд настолько эффективен, что японские грибные фермы имитируют вспышки молнии на своих участках, что приводит к увеличению урожая вдвое и даже больше. Японцы сообщают, что проводили эксперименты с искусственной молнией для 10 видов грибов, и для 8 из них получен устойчивый положительный результат. 75. Когда президента США Франклина Рузвельта парализовало ниже пояса после перенесенного полиомиелита, его жена Элеонора Рузвельт стала, по ее собственному выражению, его руками и ногами. От имени президента она посещала больницы, гетто, тюрьмы и даже поля сражений. Как-то Рузвельт справился у своей секретарши: «Где Элеонора?» «В тюрьме», — ответила та. «Это меня ничуть не удивляет». «А за что?» – усмехнувшись, спросил Рузвельт. 76. Браки-призраки практикуются в Китае, Франции и некоторых других местах мира. Такой брак представляет собой брачный союз между живым и умершим человеком, либо между двумя умершими. В некоторых областях Китая быть родителями взрослой незамужней дочери считается позорным, поэтому дочерей выдают замуж даже в том случае, если они умерли. Также в китайской традиции младшие братья не должны жениться раньше старших, поэтому скончавшихся по каким-либо причинам холостых старших принято женить призрачным браком. Церемония похожа одновременно и на свадьбу, и на похороны. 77. Существует обратная корреляция между количеством денег, потраченных на свадьбу, и продолжительностью брака. Исследование, проведенное среди 3000 женатых и разведенных людей, показало, что пары, отпраздновавшие дорогую пышную свадьбу, гораздо чаще разводятся. Причина в том, что подобные свадьбы нередко устраивают с целью внешней демонстрации чувств и намерений, в то время как отсутствие внутренних составляющих успешного брака, любовь, уважение, совместимость игнорируется. 78. 75-летнее исследование, проведенное в Гарварде, показало, что наличие близких отношений – это ключ к успеху и долголетию человека.
Люди, которым есть на кого опереться в жизни, дольше сохраняют физическое и ментальное здоровье на должном уровне. Те же, кто чувствуют себя одинокими, быстрее стареют, тяжелее болеют и проживают в среднем меньше лет. 79. Ученые подтвердили давно замеченную в народе истину: влюбленные глупеют. В ходе исследований в крови влюбленных было отмечено значительное, на 40%, снижение количества белка, который помогает осуществлять химическую связь между нейронами. Из-за этого реакции человека замедляются. Кроме того, ученые нашли сходство между первой стадией влюбленности и навязчивым неврозом. Через 6-18 месяцев первая стадия влюбленности либо проходит, либо перерастает в ровное чувство, при котором уровень белка в крови повышается. 80. Самый большой из когда-либо обнаруженных объектов во Вселенной – квазар S50014+81. Квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество. Дыра в центре этого квазара имеет массу, равную 40 миллиардам масс Солнца, а ее гравитационный радиус составляет 118,35 миллиарда километров. Для сравнения, если бы Солнце было размером с футбольный мяч, диаметр дыры этого квазара был бы 37 километров. 81. Все самые красивые девушки школы учатся в твоем классе. Разве это не мечта любого 15-летнего подростка? Вот и Биллу Гейтсу эта идея показалась заманчивой. Когда администрация школы, зная о его талантах в программировании, дала Билли задание написать программу, распределяющую учеников по классам, он написал такую, чтобы она, к его выгоде, всегда помещала непропорциональное число девушек, считающихся в школе самыми красивыми, именно в те классы, которые посещал сам Гейтс. Что ж, большой талант, он и в 15 лет талант. 82. Космонавты на МКС испытывают 90% земного притяжения. Состояние невесомости на МКС возникает не из-за отсутствия гравитации, а за счет движения станции по круговой орбите с первой космической скоростью. Космонавты как бы постоянно падают вперед со скоростью 7,9 км в секунду. 83. Морских слизней вида Элиссе члоросика можно назвать животными листьями, так как они наполнены хлоропластами, производящими фотосинтез, и даже по форме напоминают зеленые листья. Слизни добывают хлоропласты из водорослей, которыми питаются. Это единственный на планете известный нам вид животных, производящих кислород, как растения. 84. Собаки смеются, показало исследование. Среди 4 основных звуков, издаваемых собаками, помимо лая, рычания и скуления, есть особый звук, похожий на сильный хриплый выдох. Этот звук собаки, как правило, издают, приглашая других собак или своих хозяев к игре. Оказалось, что если записать собачий смех и включить запись в приюте для собак, это может помочь его обитателям успокоиться и снизить их тревогу. 85. На МКС не действуют законы, принятые в какой-либо стране на Земле. Зато там есть целый свод документов, регулирующих все аспекты нахождения на станции, от типов проводимых работ и правил поведения до праздников, которые там отмечают. 86. Когда апостолу Фоме сообщили о том, что распятый Иисус Христос воскрес, он заявил: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Отсюда и происходит выражение «Фома неверующий». 87. Миф о том, что для поддержания здоровья необходимо делать 10 тысяч шагов в день, был опровергнут в ходе эксперимента над 17 тысячами женщин пожилого возраста. Выяснилось, что благотворный эффект на организм оказывают примерно 4400 шагов, пройденных за день.
Превышение этого числа не оказывает никакого дополнительного действия. 88. Императорский тамарин – обезьяна с роскошными усами. В 1907 году швейцарский зоолог Эмиль Август Гельди в шутку назвал этих тамаринов императорами за сходство их усов с усами немецкого кайзера Вильгельма II. Название прижилось и закрепилось в науке. 89. Великое ничто – пустое пространство во Вселенной, размер которого составляет 330 миллионов световых лет в диаметре. По приблизительным оценкам, великое ничто содержит всего одну галактику на каждые 10 миллионов световых лет. 90. В Древнем Египте рыжеволосых людей приносили в жертву богу Осирису на удачу. 91. Самый успешный пират в истории был женщиной. Чэнг Ши, вдова страшного легендарного пирата Ченга I, возглавляла пиратский флот из более чем 1800 пиратских кораблей с 80 тысячами пиратов на борту. 92. Пчелиные укусы пахнут бананом – это запах тревожных феромонов, выделяя которые пчела сообщает другим пчелам об опасности. 93. Крошечное морское животное, гидрактиния, способно всего за несколько дней отрастить себе новую голову, если хищник откусит предыдущую. 94. Почему кровь на анализ берут именно из безымянного пальца? Потому что это безопаснее и удобнее всего. Кожа на безымянном пальце тоньше, чем на остальных, и имеет меньше нервных окончаний, в том числе болевых рецепторов. Мизинец же тесно связан с запястьем, и при занесении инфекции в рану на мизинце воспаление может распространиться до самого запястья. 95. Все самые глубокие пещеры мира находятся в Абхазии. Самая глубокая из них, пещера Веревкина, имеет глубину 2,2 километра. Из-за большого числа труднопроходимых мест и необходимости применения специального оборудования, путешествие в эту пещеру и обратно занимает у спелеологов не меньше недели и требует серьезной подготовки. 96. Аэропорт Гисборн в Новой Зеландии пересекают железнодорожные пути. Если понаблюдать за этим местом, можно увидеть, как проходит поезд, а потом на то же место приземляется самолет. 97. В Японии есть закон, запрещающий людям иметь избыточный вес. Ежегодно все граждане обязаны проходить диагностику, и в случае, если норма веса превышена, человека обяжут соблюдать определенные рекомендации по питанию и выполнять физические упражнения. 98. Одно из чудес древнего мира, колосс Родосский, простоял всего 54 года, а затем рухнул из-за землетрясения. И еще 800 лет туристы приезжали в Родос, чтобы посмотреть на лежащего колосса. Но даже тогда он удивлял народ своими размерами. Плиний Старший вспоминает, что лишь немногие могли обхватить обеими руками большой палец руки статуи. 99. Солнце издает звук, но мы его не слышим. Солнце действительно создает звуковые волны в виде давления. Однако их длина составляет сотни километров, что делает их недоступными для нашего слуха. 100. Животные воспринимают время иначе, чем люди. Для мелких животных мир вокруг них движется медленнее, чем для людей. Например, саламандры и ящерицы ощущают время медленнее, чем кошки и собаки. Это связано с тем, что восприятие времени зависит от того, насколько быстро мозг может обрабатывать поступающую информацию. 101. Бананы радиоактивны. Благодаря богатому содержанию калия каждый банан на самом деле немного радиоактивен, так как содержит природный изотоп калий-40. Интересно, что в вашем организме содержится около 16 мг калия-40, то есть вы уже в 280 раз более радиоактивны, чем банан. Любой избыток калия-40, который вы получаете из банана, выводится из организма в течение нескольких часов. 102.
По состоянию на начало 2022 года у 62 богатейших людей было больше денег, чем у остального населения мира. Согласно другому исследованию, проведенному в 2017 году, у 8 богатейших людей мира столько же денег, сколько у беднейших 50% населения мира вместе взятых. 103. Египет находится не только в Африке. Безусловно, Египет является частью африканского континента, но формально является трансконтинентальной страной. Суэцкий канал в Египте разделяет Азию и Африку, а небольшой полуостров в Египте, который пересекает канал, является границей между двумя континентами. 104. Гренландия официально не считается отдельной страной. Самый большой остров в мире Гренландия является автономной территорией, которая находится в составе Датского королевства. 105. Несмотря на то, что в Париже очень загруженные дороги, правительство приняло решение избавиться от всех стоп-знаков для машин. Таким образом, после 2013 года, когда последний знак был снят, Париж стал городом, так сказать, без остановок. 106. Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого бриллианта около 1,5 миллиарда лет. 107. Король Великобритании Георг I, правивший с 1714 по 1727 год, ни слова не говорил по-английски. Его родным языком был немецкий, он был родом из Ганновера, а с окружающими он общался на французском языке. Георг I получил права на британскую корону благодаря акту о престолонаследии, согласно которому престол Англии не мог быть занят католиком. В честь короля Георга I получил свое название штат Джорджия. 108. Если мощная молния ударяет в поверхность Земли, она может оставить свой след, полую стеклянную трубку под названием фульгурит. Такая трубка состоит из переплавленного под действием электрического тока молнии кремнезема или песка. Вглубь Земли фульгуриты могут уходить на несколько метров, хотя из-за хрупкости выкопать их полностью очень трудно. 109. В XVII-XVIII веках в Англии существовала должность королевского откупорщика океанских бутылок с письмами. Всем остальным, кто открывал бутылки самостоятельно, полагалась смертная казнь. 110. Куперсхиллская сырная гонка – традиционное событие в Великобритании, которое проводится уже более 200 лет. Участники гонки бегут вниз с крутого склона, пытаясь догнать сыр, который катится перед ними со скоростью до 112 км в час. А победитель получает этот сыр в качестве награды. 111. В Антарктиде найдены камни, которые при прогреве издают звук, похожий на аплодисменты, создавая природный акустический эффект. 112. Океаны на Земле содержат около 20 миллионов тонн золота в растворенной форме. Океанские воды также богаты другими драгоценными металлами, такими как серебро и платина. 113. Когда Моцарту было 8 лет, в 1764 году, Лондонское королевское общество послало к нему Дейнса Барингтона. Задачей Барингтона было убедиться, что виртуозный композитор и пианист действительно был ребенком, а не взрослым мужчиной, притворяющимся ребенком. Всех очень удивляла его игра, и поверить было невозможно, что он еще дитя. Тогда Барингтон провел встречу с Моцартом и внимательно наблюдал за его поведением. Чтобы развеять все сомнения, Моцарт, 8-летний мальчик, продемонстрировал свою детскую натуру, качаясь на деревянной лошадке. Это небольшое и невинное действие убедило Барингтона и королевское общество, что Моцарт действительно был чудо-ребенком с удивительным музыкальным даром. 114.
Шотландский остров Гига прославился как место, где коты были изгнаны, и с тех пор он остается свободным от кошачьих. 115. В Австралии есть розовое озеро Хиллер, вода в котором имеет розовый цвет из-за высокого содержания солей и микроорганизмов. 116. Киты, дельфины и другие китообразные называются также вторичноводными. Их предки в процессе эволюции сначала вышли из воды, а потом вернулись туда снова. 117. Самое долгое солнечное затмение произошло 22 июля 2009 года. Оно продолжалось 6 минут и 39 секунд, когда Луна полностью перекрыла Солнце. 118. У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков по 7 штук, хотя у жирафа они значительно больше по размеру. 119. Знаменитый афоризм «Как только закрывается одна дверь, другая открывается» на самом деле принадлежит Александру Грэму Беллу. Цитата заканчивается словами: «Но часто мы так долго и скорбно смотрим на закрытую дверь, что не замечаем те, что открылись». 120. Разрыхлитель теста – продукт настоящей любви. Английский химик и производитель продуктов питания Альфред Бёрд хотел придумать хлеб специально для своей жены, у которой была аллергия на яйца и дрожжи. В итоге в 1843 году он изобрел альтернативу, первую разновидность разрыхлителя теста. 121. У драматурга Джорджа Бернарда Шоу была крохотная хижина, в которой он писал свои работы. Хижина стояла на круговых рельсах, чтобы ее можно было поворачивать в течение дня вслед за солнечным светом. Внутри была пишущая машинка, электрический обогреватель, телефон на случай необходимости, например, попросить еды, и койка, на которой можно было недолго вздремнуть. Шоу назвал хижину Лондон, чтобы нежелательным гостям говорили, что он уехал в столицу. 122. На многих старых зданиях в Великобритании можно заметить табличку «Старинный свет». Она закрепляет за домовладельцем право на свет. По закону, если окно служило источником света 20 лет или дольше, его запрещено загораживать новым зданием, стеной или деревом. 123. Пианист Антон Рубинштейн любил поваляться в постели, и его жена придумала хитрый способ, как заставить его подняться. Она играла на пианино незавершенные аккорды, и это настолько его раздражало, что он вставал и доигрывал аккорд. Пока он это делал, его жена быстро застилала постель, чтобы он не лег обратно. 124. Однажды житель Китая приобрел подлежащий возврату билет в салон первого класса, благодаря которому у него был доступ в VIP-зону аэропорта, где богатые пассажиры могут питаться бесплатно. За год мужчина 300 раз переносил вылет на другой день, чтобы поесть на халяву. Когда авиакомпания разгадала его хитрый план, он просто сдал билет, и ему вернули деньги. 125. В Японии есть железнодорожная станция Сэйрю-Михараши, на которую можно попасть только поездом. Поскольку к ней не ведут дороги или тропы, это просто платформа, предназначенная для того, чтобы пассажиры могли выйти и полюбоваться красивым видом. 126. Маски в самолетах выделяют кислород в результате химической реакции. В случае разгерметизации кабины маски падают, и в результате натяжения срабатывает механизм, запускающий реакцию горения в кислородной свече с хлоратом натрия и перхлоратом калия, что приводит к образованию кислородного газа. 127. Мужчины в течение жизни тратят 3350 часов на сбривание 8,4 метров щетины. 128. Большинство людей, сами того не зная, инстинктивно занимаются вычислениями в своей голове. Человек может определить скорость, с которой движется автомобиль, и приложить нужное усилие к тормозу, чтобы остановить поступательное движение, не вызывая рывка.
Это можно выразить математически, но большинство людей делают это, не задумываясь, просто благодаря мышечной памяти. 129. Пресная вода на Земле составляет лишь 3% всех водных запасов. Из этого количества только менее трети находится не в замерзшем состоянии. 130. Компьютер Apollo Guidance Computer, который высадил людей на Луну, имел 64 килобайта памяти и работал на частоте 0,43 МГц. 131. Каждый год Луна отдаляется от Земли на 3,8 сантиметра. 4,5 миллиарда лет назад, когда Луна только образовалась, ее орбита располагалась на расстоянии около 22 500 километров от Земли. Сейчас это примерно 384 400 километров. 132. Судьи Уимблдона знают огромное количество бранных слов на разных языках, чтобы замечать и штрафовать тех, кто ругается матом. 133. Видели ли вы когда-нибудь фиолетовых лягушек? Если нет, то это неудивительно, ведь эти красотки обитают в Индии. Правда, и там их видят редко, поскольку они живут под землей, где питаются термитами, вылезая лишь в сезон дождей для спаривания. 134. В Австралии не просто найти виновников лесных пожаров, ведь там живут так называемые огненные ястребы. Они бросают горящие палки в области, не охваченные огнем, чтобы выманить их потенциальную добычу мелких животных. 135. На древних Олимпийских играх существовала весьма интересная система наказания для спортсменов-мошенников. Их не только штрафовали, возводя на полученные деньги бронзовые статуи, но и указывали на них имя обманщика и способ, которым он пытался провести судей. 136. Многие испытывают восхищение, гуляя по брусчатке на Дворцовой площади в Петербурге. Однако она, в отличие от сооружений вокруг, не имеет абсолютно никакой исторической ценности, ведь ее уложили в 1977 году. 137. Мы привыкли видеть апельсины оранжевыми, однако их истинный цвет зеленый. По крайней мере, такие они в тропиках. В местах же, где температура заметно ниже, они просто теряют свой хлорофилл. 138. Билингвизм значительно замедлит старение вашего мозга. Проще говоря, чтобы отсрочить маразм, вы должны уметь разговаривать как минимум на 2 языках. 139. Если вам не хватает на отдых субботы и воскресенья, то самое время отправиться на Шри-Ланку, ведь там ежемесячно дни полнолуния являются официальными выходными. Правда, в это время также запрещена продажа мяса и алкоголя, так что шашлыки бы отменились. 140. Зубную пасту стоит держать как можно дальше от домашних животных, поскольку в одном тюбике содержатся отравляющие вещества, способные убить 13 собак. 141. Когда мы быстро переводим взгляд с одной точки на другую, происходит размыкание между глазами и мозгом, отчего время в нашем восприятии чуть-чуть растягивается. Поэтому, если быстро посмотреть на секундную стрелку, то первая секунда покажется более длинной, чем следующая. 142. Вопреки популярному клише, настоящим пиратам крайне редко попадали в руки золото, серебро и драгоценные камни. Чаще всего они грабили торговые суда, перевозившие такие товары, как тюки с одеждой, обработанная кожа животных, специи, сахар, красители, какао, хлопковые ткани и дерево. 143. В 2009 году один венгерский искусствовед смотрел со своей маленькой дочкой фильм «Стюарт Литтл» и заметил на заднем плане картину Роберта Берини, считавшуюся давно утерянной. Оказалось, что эту картину за бесценок купили специально для съемок. Позже это полотно ушло с аукциона за $285 700. 144.
Самым густонаселенным районом на Земле за всю историю было практически неуправляемое правительством, погрязшее в преступности поселение в Гонконге, называемое город-крепость Коулун. В 1987 году плотность населения здесь составляла 1 миллион 255 тысяч человек на квадратный километр. 145. Космонавт во время полета может потерять около 20% мускульной массы своего тела всего за 5 дней, если не будет выполнять физических упражнений. 146. В Боливии есть тюрьма, где заключенные живут почти как в нормальном обществе. Они ходят на работу, покупают или арендуют все необходимое, ведут хозяйство и даже часто отбывают сроки со своими семьями. 147. Колибри строят свои гнезда, используя сплетенную пауками паутину. 148. В 1904 году судно шведского моряка Карла Петтерсона потерпело крушение в одного из островов Папуа-Новой Гвинеи, населенного племенем каннибалов. Беднягу привели к местному королю и наверняка съели бы, если бы не любовь. Дочь короля воспылала к моряку страстью и пожелала стать женой. Через некоторое время старый король умер, и бывший шведский моряк стал новым правителем острова. 149. Во всей кинотрилогии «Властелин колец» нет ни одного диалога между персонажами-женщинами. 150. Братья Копси стали первыми, кто построил тюрьму на Нижнем озере, Калифорния. Они же стали первыми ее обитателями, угодив за решетку после бурного празднования успешной сдачи объекта. И они же первыми оттуда сбежали, сообразив, что забыли закрепить крышу. 151. Слепота невнимания – психологический феномен, который проявляется в неспособности увидеть объект, находящийся в поле зрения, но неожиданный в данной ситуации, например, горилла на баскетбольной площадке. Это довольно часто случается с людьми, увлеченными каким-то другим объектом, явлением или задачей. 152. Ямочки на щеках – это на самом деле генетический дефект. Они означают, что мышцы росли неправильно и между ними образовались впадины. 153. Американский вирусолог Джонас Солк в 1950-х годах решил не патентовать свою вакцину против полиомиелита, чтобы она была более доступна для людей. Он потерял примерно $7 миллиардов, но спас миллионы жизней. 154. В Исландии есть место, где в одном месте встречаются зеленое поле, желтая река, черный пляж и море. 155. Когда произошло извержение вулкана Везувий, в результате взрыва несколько буханок древнеримского хлеба обуглились и дошли до нас в таком виде. 156. Это китайский водяной олень, у которого в процессе эволюции появились бивни вместо рогов. 157. Есть такая интересная фобия – гиппопотамонстросискипедалофобия. Это боязнь длинных и сложных слов. 158. Город Сан-Хуан на острове Пуэрто-Рико до XIX века назывался Пуэрто-Рико, в переводе «богатый порт», а остров, наоборот, Сан-Хуан. Все поменялось, когда какой-то составитель карты перепутал местами эти названия. 159. К 400 году до нашей эры персы создали яхчал, древний холодильник. В них хранили некоторые продукты и лед. 160. Пресноводные улитки – одни из самых смертоносных животных в мире. Они часто переносят шистосомоз, тропическое паразитарное заболевание, от которого ежегодно умирает около 200 тысяч человек. 161. Корейские астронавты едят специальную кимчи, которую обработали радиацией, чтобы убить все микроорганизмы. 162. Коммерческие самолеты практически не летают над Тибетом. Одна из причин заключается в том,
что в случае разгерметизации или отказа двигателя самолеты не могут опуститься до высоты 3000 метров, поскольку средняя высота Тибетского Нагорья составляет 4380 метров. 163. Раньше теннисные мячи были черно-белыми, но по предложению Дэвида Аттенбора их заменили на желтые, чтобы телезрителям было лучше видно мячик. 164. Гражданам Монако запрещено играть в азартные игры и работать в казино. Знаменитое казино Монте-Карло предназначено только для иностранцев. 165. В Швеции до 1973 года было запрещено ездить верхом на лосях. Действовал старый закон, введенный еще в ту древнюю пору, когда лоси использовались для езды. И полиция должна была запретить пользование лосями, чтобы преступники с помощью быстроногих животных не скрывались от преследования. 166. В Антарктиде есть такие места, где уже больше 2 миллионов лет не выпадали дождь и снег. 167. Химический состав лимона и апельсина идентичен, но в зеркальном отражении, потому их запахи так отличаются. 168. Цветовое зрение по-разному выражено у представителей разных рас. Более половины европеоидов, например, обладают повышенной чувствительностью к красному и различают больше его оттенков. 169. У человека меньше мускулов, чем у гусеницы. 170. Домохозяйка в среднем проходит 11 километров в день, занимаясь домашними делами. 171. Первому посетителю Диснейленда, студенту колледжа Дэйву Макферсону, выдали постоянно действующий пропуск во все одноименные парки развлечений во всем мире. 172. Сотрудники дипмиссий Словении и Словакии из-за сходства названий раз в месяц незапланированно встречаются для обмена ошибочно доставленной почтой. 173. В 1914 году Генри Форд удвоил зарплаты своим рабочим, вынудив тем самым и конкурентов поднять зарплаты на своих предприятиях. В результате доходы Форда увеличились, поскольку гораздо большее количество американцев смогли позволить себе покупку его модели T. 174. Существует особый вид пластика, который можно получить из молока. Это уникальный антиаллергенный, неэлектризующийся и огнестойкий материал практически без запаха, который не растворяется в воде, но поддается биологическому разложению. 175. Традиция последней трапезы приговоренного появилась в Старой Европе. Считалось, что, принимая еду перед казнью, осужденный прощает своего палача, судью и свидетелей. Следовательно, после смерти он не будет являться привидением и мучить тех, кто несет ответственность за его убийство. 176. Япония импортирует рис из США, но только для того, чтобы выполнить требования Всемирной торговой организации. Японцы этот рис почти не едят. Большая часть отправляется в Северную Корею в качестве гуманитарной помощи, остальное скармливается свиньям или сгнивает на складах. 177. Звезда Люси представляет собой кристаллизованное ядро белого карлика, находящееся на расстоянии 50 световых лет от Земли. Можно сказать, что Люси – самый большой известный человечеству алмаз. Ее размер – 10 миллиардов триллионов карат. 178. Возраст солнечного света, который мы видим, 30 тысяч лет. Именно столько времени понадобилось, чтобы фотоны пробились из центра светила к его поверхности. А до Земли они добрались, как известно, за 8 минут. 179. В хвосте гремучей змеи нет никакой погремушки. На конце их хвоста чешуйки собраны в подвижные сегменты, которыми змея и трещит, если ее потревожили. 180. Номера на взлетно-посадочных полосах указывают для пилотов.
Они показывают, под каким углом относительно магнитных полюсов Земли расположена взлетно-посадочная полоса. 181. Первым искусственным объектом в космосе могла быть крышка люка. Есть версия, что в 1957 году, во время испытаний ядерного оружия в США, крышка отлетела и оказалась в космосе. 182. Во Флориде закон запрещает выгуливать аллигатора на поводке. 183. Японское выражение «кучизэ-миши» означает прием пищи, когда вы не голодны, но когда вашему рту одиноко. 184. Лето на Нептуне длится 40 лет, хотя температура там минус 200 градусов Цельсия. 185. Когда человек лжет, то температура его носа понижается, а вот лба становится выше. 186. Количество пищи, которое съедает человек, напрямую зависит от освещения помещения. Чем темнее, тем аппетит выше. 187. У кузнечиков органы слуха находятся на передних лапах. 188. Натуральные бриллианты не видны под рентгеновским излучением. 189. В XVI веке в Великобритании ананас считался предметом роскоши. Ананасы доставляли прямиком из Америки на кораблях. Дорога была достаточно длинной, и товар быстро портился. Если все же удавалось довести ценный груз, то его стоимость взлетала до небес. Ананасы не ели, с ними выходили в свет и даже сдавали в аренду, чтобы похвастаться перед состоятельными гостями. 190. Фламинго могут пить кипяток. В природе фламинго пьют горячую воду гейзеров, которая бьет из-под земли. Это единственный источник питьевой воды в местах их обитания. Фламинго приспособились пить, не обжигая горло. 191. В Древней Греции бросание яблока в женщину считалось предложением руки и сердца. 192. Когда хозяин пса по имени Шеп скончался в августе 1936 года, Шеп проводил его тело до железнодорожной станции и видел, как гроб погрузили в вагон. В течение последующих 6 лет, до самой своей смерти, Шеп ждал на вокзале возвращения хозяина, приветствуя каждый прибывающий поезд. 193. Думскроллинг – слово, попавшее в словари в 2020 году во время пандемии. Оно означает процесс беспрерывного поглощения большого количества негативных новостей в интернете. Специалисты по психическому здоровью подчеркивают, что думскроллинг очень вреден для настроения и душевного состояния. Однако многие люди говорят, что им сложно прекратить этим заниматься. 194. Человек приручил шелкопряда 5000 лет назад ради шелководства. Они потеряли способность летать, не боятся хищников и утратили родные цветные пигменты, их камуфляж бесполезен, поскольку они живут только в неволе. Выживание шелкопрядов, включая поиск партнера, полностью зависит от человека. 195. Хоботы слонов достаточно прочные, чтобы поднять и удерживать 350 килограммов, но при этом достаточно точные, чтобы расколоть скорлупу арахиса, не повреждая ядра. 196. Итало-Американская лига гражданских прав была основана мафиози. Им очень не нравилось, что в глазах общественности слово «итальянец» означало «бандит». Однако вместо того, чтобы перестать заниматься организованной преступностью, мафиози решили бороться за свои права. Именно Лига вынудила продюсеров «Крестного отца» убрать слова «мафия» и «Коза Ностра» из сценария. 197. Энди Уорхол начал лысеть в 20 лет, и все его культовые прически, взъерошенные, уложенные на бок, подкрашенные серебристой краской, были качественно сделанными шиньонами итальянского производства. 198.
В Монте-Тестачо, римском пригороде, есть холм из примерно 80 миллионов амфор, оставшихся от времен Римской империи. Оливковое масло было основным продуктом потребления в Древнем Риме и использовалось буквально для всего, от очистки тела до освещения улиц. Чтобы обеспечить жителей города достаточным количеством масла, его в огромных количествах импортировали в Италию. Масло привозили в амфорах, которые потом утилизировали на городской свалке. Сейчас этот мусорный холм дает археологам богатую пищу для определения хронологии торговли маслом. 199. Италия была третьей страной в истории, запустившей в космос искусственный спутник. Это произошло 15 декабря 1964 года. Спутник провел на орбите 272 дня, изучая ионосферу, а затем снова вошел в атмосферу и сгорел. Запуск спутника проводился в рамках итальянской космической программы, которая длилась до 1988 года. 200. Итальянский остров Сицилия был оккупирован мусульманами в 831 году и находился под их управлением до 1091 года. Этот период был отмечен устойчивым процветанием Сицилии и ростом космополитизма среди населения острова. Торговля и сельское хозяйство бурно развивались, а Палермо, столица Сицилии, стал одним из крупнейших и богатейших европейских городов. На этом я бы хотел закончить это видео с 200 интересными фактами, которые оказались правдой. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Гавайи считаются мировой столицей вымирания птиц. С момента прибытия людей на Гавайях вымерли 95 из 142 видов птиц, не встречающихся больше нигде в мире. Вот такими у нас получились 200 интересных фактов, которые оказались правдой. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты. Нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.